Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Александром Лазарем. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, ну, смотрите, много, конечно, таких ярких моментов, как поздравление с Рождеством и заявление от имени всех украинцев, что у них у всех желание, чтобы Путин, ну или кто-то, он умер. Но мы видим, что этими фортелями прикрывается критическое, плачевное положение дел. Зеленский опубличивает 20 пунктов, делает это по-своему, делает это синхронно с французской стороной. Франция через Le Monde публикует более расширенную версию, причем там есть очень существенное различие касательно самых спорных пунктов этой территории и контроль над Запорожской атомной электростанцией. Зеленский четко дает понять, не договорились, ему очень нужно, чтобы это была демилитаризованная зона, и российские войска вышли из Энергодара. Не получилось, потому что в Лемонту другая версия. Это мы делаем только промежуточный вывод, ибо из Кремля нет никаких данных. Как вы думаете, насколько вот то, что мы сейчас наблюдаем по действиям Зеленского, ну и по его заявлениям, оправдано, подкреплено и на что указывает в конце 25 года? Я тоже обратил внимание на расхождение версии Le Monde и версии Зеленского, которая была ранее опубликована, и там действительно с Энергодарами, с АЭС Запорожской. Зеленский говорил о том, что будет контроль исключительно американо-украинский, а Le Monde пишет, что три стороны будут контролировать: русские, американцы и украинцы. Вот. Хотя, по сути-то, да, ну, что первый план, что второй план, который опубликован, он не будет рассматриваться российской стороной, и, скорее всего, это просто выстрел в воздух, который не будет иметь никакого эффекта позитивного с точки зрения мира. Но, с другой стороны, этот план, он и не должен иметь позитивный эффект с точки зрения достижения мира. Цель другая у этого плана. То есть давайте вспомним предыдущие все планы, которые опубликовались, и как на это реагировала российская сторона. Путин в конце концов сказал, что есть единый план, который передали ему и который рассматривается между американской и российской стороной. Это мирный план Трампа. Все остальные инициативы, все остальные планы, будто это план Европы, либо план Зеленского, либо план еще кого-то, это только вредит договороспособности обеих сторон. Это было публичное заявление Путина. Казалось бы, после этого, когда план Трампа из 28 пунктов, который был передан Путину, начал сокращаться, то на встрече Рубио и Ермака, то Зеленский начал пересматривать. Дескать, много 28 пунктов, давайте оставим только 20 пунктов и будем обсуждать 20 пунктов. Российская сторона на это дала ответ. Тогда у меня возникает вопрос, а зачем, если тебе уже контрагент, да, с которым ты должен договариваться, говорит о том, что он не будет рассматривать ничего иного, кроме как мирного плана Трампа. Зачем тогда ці потуги робити? С одной целью. С одной целью — это сорвать переговорный процесс. То есть это не углубиться в переговорах, а наоборот остановиться, сказать: я стою на этом. Как он говорил: стоим, де стоимо, де стоимо. Все. То есть это был территориальный вопрос, да, ну не в Лемонт, а в той публикации, которая была изначально от Зеленского. То есть как бы рассказывали, что это пункт плана, который опубликовал Зеленский. Дальше там гарантии, которые описаны. Я вчера, да сегодня тоже, когда их перечитывал, там есть смешные вещи, есть вещи, которые противоречат друг другу. Есть, например, гарантии безопасности. Если Россия нападет, то тогда помимо, вот самое интересное, помимо того, что все европейские западные страны будут всячески военным путем защищать Украину, они еще возобновлять санкции. В смысле помимо, так вы пропишите первым пунктом: если Россия вторгнется, нападет, тогда там такие страны встанут на защиту. Что значит категория защиты в данном, да, плане? То есть что это будет обозначать? Это военная защита, это передача оружия, это консультации. Что такое защита, да? Ну и потом, собственно говоря, в этих гарантиях написано: ну вот если Украина вторгнется в Россию, ну тогда полностью, главное, без провокации. Провокация, если будет, то все будет работать. То тогда, конечно, европейские страны, они
не будут никак впрягаться в вопрос Украины. Половина пунктов, которые прописаны в этом плане, что касается суверенитета Украины. Что это за пункт? Подтверждение суверенитета Украины. Он либо есть, либо его нет. Никто не может подтвердить твой суверенитет. Ты либо ним обладаешь, да, принятием решения внутри государства, как на внешнем треке политическом, так и на внутреннем, без влияния внешних игроков, либо не обладаешь. Если тебе нужно подтверждать твой суверенитет, то да, у меня возникает большой вопрос, обладаешь ли ты этим суверенитетом, если тебе нужно, чтобы кто-то его подтвердил. И там дальше по списку 800 тысяч армия, когда Трамп с Путиным обсуждал 600 тысяч армию. И Путин и этот вопрос тоже не согласовал. Это был один из основных камней преткновения, помимо территорий и стремления в НАТО. Да? Вот насчет стремления в НАТО, в этом плане, который Лемон публикует, нет ничего. Но написано о том, что Украину должны взять в Европейский Союз. Каким это боком к России относится? Либо написано, что Украина должна согласовать с Соединенными Штатами Америки, там открытый рынок, там торговать с ними усиленно. Это к миру как? Это вообще двусторонние отношения США и Украины. Ну, согласуйте, хорошо. Но, правда, с позиции Трампа, которую он ведет, протекционистскую политику, да, по отношению к другим государствам, заградпошлины ставит, это невозможно. То есть туда напихали со всех сторон все, что было и все, что можно было. Казалось, хотели просто заретушировать, да, отдельные пункты, что-то убрать. И вот давайте мы туда насыпем и договор с Штатами, и евроинтеграцию, там, и суверенитет, и что там еще есть. Давайте это все добавим. Но самое основное, что когда ты хочешь с кем-то договориться, ты же в преддверии там договоренности. Вот я, например, у нас там с вами есть там какой-то бизнес, да, вот мы там поругались, ведем переговоры. И получается, я публикую сначала, говорю, у меня есть план, как решить проблемы, правда, через посредника, нашего общего товарища. Но в этот момент, когда я публикую, я на весь мир скажу, я хочу, чтобы ты сдох. Ну вот как это? Ну, прикольно. А после этого что, договариваться будут? Ну, это что, детский садик? Я хотел бы здесь отметить, ну, в школе зацепили мы эту тему, чтоб ты сдох. Смотрите, идет отъявленное непонимание происходящего. Трамп в своем простом, упрощенном варианте, Трамп, Венс за последние дни, мы это видим, они выглядят даже более адекватно. Хотя, конечно, они там глубин не понимают. Они говорят, давайте торговать, а не воевать. Но они как бы вот такие посылы, знаете, Уитакер выходит и говорит, мяч на стороне России. А после вот этих вчерашних, там, позавчерашних определенных там событий и заявлений, он уже выходит и говорит, ну, 90 дней. Ну, то есть, все как бы мы проговорили, 90 дней. Вообще складывается впечатление, что эти 20 пунктов, это, простите, ну, какая-то предвыборная Зеленского. Предвыборная. Ну, абсолютно понятное, то есть там такие какие-то моменты, посылы, в общем, не сдадимся, референдум. Я просто, понимаете, почему делаю такой вывод? По таким боковым признакам, трендам, когда украинские паблики проофисные, их немножко поредело после вот этих перестановок и уход в тень Ермака, но тем не менее, они говорят, вот, порошенковцы против того, чтобы украинский народ сказал свое слово. Ну, то есть, подождите, а украинскому народу реально предлагают сказать свое слово? То есть, а выборы реальные, а там референдум, который вписан, реальный или умозрительный? А они делают такие посылы, нападки в сторону других людей, как будто это уже прям решенный вопрос, что будет какой-то референдум о чем-то. Дальше, то есть определенные боковые признаки, тоже там санкции, например, да, санкции там будут опять вводиться, это означает, что их будут снимать, но об этом в плане ничего как бы не видно и не светит. И вот много таких нюансов, когда, например, там, вот они там против выборов в ДИИ, потому что, в общем, дискредитируют. Подождите, у нас нет выборов в ДИИ. У нас есть разговоры о выборах в ДИИ. Для этого нужно законодательство, инфраструктура. Ну, короче, традиция даже политическая. Вы как политолог знаете, о чем речь. Ну, то есть электронный подсчет, электронное голосование. Одно дело, как в Эстонии всем говорят. Ну, там они засовывают, ну и в России сейчас уже тоже, и много где засовывают бюллетень в эту урну, и он уже сразу фиксируется, и типа электронно где-то что-то считается. То есть тут же очень важный вопрос. Выбор — это не только там, это нажать кнопку, это еще и правильно посчитать.
То есть абсолютная такая какая-то идет работа с украинским обществом тяжелая. Но ввиду этого есть четкий посыл непонимания глубин. Четвертый год скоро будет, ну, война, да, 4 года, да, то есть, а мы говорим, что Путин сдох. Послушайте, а, ну, там воюет сейчас не Путин, ну, там не только Путин, или у нас не только Зеленский. Зеленский попал в ловушку украинского понимания вообще происходящего. Его поместили как в резервуар в теплую ванну, и он думает, что воюет он один. Простите, воюют граждане Украины, граждане России, народы воюют. Там собирают, донатят, здесь собирают, донатят, поставляют в армию, ездят волонтеры, скидываются там на то, на сё. То есть там государство вкладывает все, что может. В Украине государство вкладывает все, что не может. И в то, что удается занять. Ну, или занять, или взять, или попросить. Еще на этом украсть. Ну и там тоже воруют, понимаете. Там ловят, здесь пытаются, типа, делать вид, что ловят. Ну, короче, то есть мы понимаем. Нет вот за этими всеми пунктами главного решения. Вот вы, как вы видите, вот 25-й год заканчивается, а мы, получается, к решению конкретному войны, чтобы ее остановить, не пришли. Почему? Но более того, это уже Великая Отечественная война 4 года длилась, да, практически. Вот, по сути, там, с 41 по 45 год. Вот так-то момент, да, 4 года действительно идет война. И самое интересное, что нет заинтересованности действительно в решении этого конфликта. И вот эти все высказывания там со стороны Зеленского, да, вот насчет Путина, ну он, он такой очень умный и хитрый, он завуалированно это говорит, и не прикопаешься. Это, знаете, как этот анекдот про Берию и Жукова, когда Жуков выходил из кабинета Сталина и сказал «усатая сволочь», а Берия услышал и пошел Сталину доложил. Значит, Сталин вызвал их обоих и спрашивает: «Вы о чем говорили?» Он говорит: «Про Гитлера, конечно». Говорит: «А вы, товарищ Берия, про кого подумали?» Вот, то есть он в этом контексте пытается подавать информацию. Он думает, что это юмор, что это прикольно. До этого я хочу напомнить, что Путин же не первый попал под горячую руку генералиссимуса Зеленского. Первый был Трамп, когда Зеленский сказал там неделю назад, что вот в НАТО нас брать не хотят, но это пока политики имеют свойство уходить, умирать. То есть это же его высказывание было, да, и понятно, в чью сторону это высказывание звучало. То есть есть ощущение, что он потерял связь с реальностью, что он где-то грани уже не видит. И вот это вот хуторское мышление, да, со двора, он его перенес на геополитический уровень. После таких позиций, ну, казалось бы, да, вот, ну, будет ли Путин с ним разговаривать или договаривать. Он до этого не особо-то горел желанием, да, но когда тебя публично на весь мир, кстати, в сочельник, да, по григорианскому календарю желают смерти, то понятно, что после этого, наверное, какие-то переговоры, они даже по каким-то понятийным человеческим принципам невозможны. Я уже не говорю по дипломатическим, да, и с точки зрения интересов. А вот что касается интересов, так здесь важно понять, что есть несколько сторон конфликта, вы подметили, и действительно так. То есть есть, например, там американская, российская сторона, украинская, и есть европейская сторона конфликта. Американская с российской пытаются договориться решить этот вопрос, чтобы перейти к более углубленному сотрудничеству, да, и по Северному морскому пути, по Арктике, дальше по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, по вопросам безопасности на континенте, по вопросам совместной добычи полезных ископаемых, по кооперации там, в экономическом секторе. Очень много тем и вопросов, которые есть по Ближнему Востоку, к примеру, по той же Латинской Америке. Да, много есть точек соприкосновения, к которым надо бы перейти русским и американцам, но вот украинский вопрос постоянно стопорит. Идеологический конструкт, в который Штаты втянуты, постоянно стопорит. Трамп пытается постепенно с этого конструкта выходить. Но есть Европа, есть европейские чиновники, есть Британия, есть Франция. Не странно, что Лемон публикует, да, вот, очень правильно, но более правильно было бы, наверное, чтобы публиковали The Economist.
Вот, но суть в том, что есть определенное направление, и европейцы заинтересованы в продлении этого конфликта. Об этом говорят Штаты. То есть это не какое-то ИПСО, не кто-то придумает, не мое сугубо субъективное мнение. Это в стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов записано. А почему они так хотят? Все банально просто, потому что зарабатывают колоссальные деньги, потому что запрограммирован военно-промышленный комплекс до 30-го года работать в 3 смены. Деньги вложены, эти деньги нужно достать. Чтобы достать, ну, капиталистическая система, деньги, товар, деньги плюс добавочная стоимость. Необходимо произвести больше оружия. А когда произведет больше оружия, нужно его куда-то сбыть. А чтобы его сбыть, должна быть война. Они же не консервы продают, и не детские игрушки, чтобы в магазинах сбывать. Продают вооружение. Значит, война должна длиться. Show must go on. Вот, и, собственно говоря, они за это и выступают. А под каким соусом они эту историю будут подавать? Под соусом незламности, под соусом недостаточно гарантий со стороны России там, либо Америки, под соусом, что Путин к 30-му году будет наступать на Берлин или Париж, да, и необходимо укреплять Зеленского. Это уже не важно. То есть это информация продается даже не России и даже не Украине. Эта информация продается европейскому обывателю. То есть это аргумент, почему европейцы должны затянуть пояса до 30-х годов, потому что есть план заработка у военно-промышленного комплекса и у акционеров, которые, собственно говоря, и являются экс-начальниками, либо действующими начальниками глав национальных правительств Европейского Союза. Александр, параллельно с этим мы наблюдаем какую-то жуткую и странную медийную историю с Купянском. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Ну, понятно, не столько, наверное, военный след, потому что, ну, идут бои, понятно, то есть там это как бы война, да, то есть, но мы видим, как этот Купянск, как тема, да, вот он звучит у Зеленского, звучит у Путина на прямой линии, сейчас вот новая волна о том, что ВСУ наступают и контратакуют. Кто-то говорит, что это уже даже нечто похожее на крынки. В каком смысле? В смысле, что ВСУ отчаянно, вот не знаю, насколько это правда, но, в общем, дали задачу зайти, войти, отбить город полностью до Нового года. И вот они сейчас туда все бросают, где-то оголяются направления, немножко как бы Рёбке привнес такую зарадушку, говорит там, ребята, ну, карта Deep State отстает, причем на месяц, причем очень, там, 8 километров это много, да, а там россияне, а на картах этого нет. С других направлений мы видим достаточно такая интересная ситуация, и там она же имеет продолжение. Вот это сумское наступление в новом участке, где 50-60 человек забрали на территорию России, среди них там ТРОшники, пограничники, бойцы и местные жители, которые не эвакуировались. Причем Зеленский, на это тоже никто не обратил внимания, он же даже об этом писал, говорит, я вот, смотрите, в шоке, там 17-18 человек призывного возраста местных, которые не захотели ехать. Ну, то есть, это абсолютно для людей, которые не умеют думать. Понятно, почему они не уехали, потому что, ну, их загребут. А так, вроде они в приграничье, это опасная зона, жизнь какая-никакая есть, и они вот как-то вот эту жизнь живут. Ну, в общем, смысл этого всего происходящего, что даже такие эпизоды, они из-за того, что не хватает народу, не хватает именно состав, резервов вооруженных сил, но отчаянная попытка вот какая-то, да, вот она идет, чтобы показать, продемонстрировать. Вот смотрите, Купянск наш, мы за него воюем. От Купянска там уже камень на камень не осталось, но тем не менее, да, идет война. Вроде как, и причем это подхватывается со стороны российских разных Z-пабликов, они шатают, говорят, вот проклятые там генералы ничего там делать не умеют. В общем, начинается и с одной, и с другой стороны вот эта тема педалироваться. Тема политическая, потому что это звучит из первых уст в России и в Украине. Почему к рынке? Потому что идет перемалывание. И тут важно сохранять состав. Если тем более, как мы понимаем, война идет долго и будет еще долго, важно сохранить солдат. И крики вот даже в этом плане, там, 800 тысяч примерно в мирное время. Ну, погодите. И даже там вот эти обещания. Мы будем демобилизировать. Ну, может, или там отменим мобилизацию частично. Ну, то есть,
Это все абсолютно, когда смотришь на события на фронте, понимаешь, что это, ну, грош цена этим выражением. Что происходит вокруг Купенска и насколько вот эта история сейчас придает очки, ну или забирает очки у одной или у другой стороны? Купинск — это не единственная проблема, которую не хотели признавать, не хотят признавать. И я думаю, до последнего будут петлять от нее. То есть это была уже фортеця Бахмут, был Мариуполь, да, в ПД Мариуполь, ПД Украина. Такие борды висели по всей стране. В Киеве они висели. То есть до последнего пытались сделать сакральным тот или иной город, за который идут бои. Для того, чтобы, возможно, мотивировать людей отдавать свои жизни на этом направлении, либо еще для каких-то моментов внутри страны. На внешнем политическом треке это выглядит, что Зеленский спроможный идти в контрнаступ. Он показывает партнерам, что вот, посмотрите, я не по всем фронтам там проигрываю, я иду в наступление. Потому что если мы открываем, например, карты того же Deep State, либо Института изучения войны американского, да, мы прекрасно понимаем, что по всей линии фронта у вооруженных сил Украины довольно-таки серьезные проблемы. И эти проблемы признают сами военные. Но политики почему-то пытаются эти проблемы как-то задвинуть на второй план, на задворки, и показать, что есть наступление. В данном случае Купинск. Зеленский за ценой не постоит. То есть он, по сути, готов будет положить там очень много личного состава вооруженных сил Украины для того, чтобы медийно показать, что есть движение к контрнаступлению, для того, чтобы европейцы смогли своей аудитории объяснить, что давайте еще поднатужимся, давайте дадим денег. Русские проигрывают, ВСУ контрнаступает. Сьогодні Куп'янськ, а завтра Покровськ, а післязавтра Мирноград. А так можно и до Москвы дійти. То есть вот такая риторика есть и такая риторика будет. Пока она не всецело звучит. Нужны хоть какие-то видимые победы для того, чтобы эту пиар-акцию выстраивать. Но вопрос цены. То есть вопрос цены, потому что то, что происходит с Купинском, да, этот контрнаступ, вы же видите, не случайно он поехал, как только появилась возможность, или не поехал, или заранее снял, или ИИ. Я не берусь утверждать, я не специалист технического характера, чтобы давать оценку, но то, что этот ролик появился, что вот сзади Стелла, вот я, вот Купинск, и все там хорошо, хотя потом дальше там приезжали женщины, да, с вооруженных сил, снимали, что стало по-другому выглядеть. Десятый вопрос. Сама суть придания такого значения именно для этого города говорит о том, что есть определенные обязы. И эти обязы перед европейскими партнерами. И он будет это делать. Он будет это делать дальше. Но ситуация там катастрофическая для вооруженных сил Украины. Продвижение войск. То есть просто карту открываем, смотрим. Там это все видно. То же самое. Какую? Дипстейт, Ну, который пока опаздывает? нет. Да, Дипстейт опаздывает. Не, ну рано или поздно она все равно показывает, как есть, да. С лагом, правда, там несколько дней, но если верить Веревке, то в месяц, конечно. Вот, но можно открыть институт изучения войны американский, там быстрее показывает карты. Там этим ребятам нечего скрывать. То есть они, по сути, выбрали уже другую линию поведения, поэтому декларируют то, что есть на земле. Поэтому такая же ситуация и на Сумском направлении. Если кто-то думает, что Сума это просто, и в этом мирном плане написано, что русские должны повыходить оттуда, да, из Сумы, из Харькова, там, из других областей, то это глупость. Путин же публично сказал и призвал вооруженные силы России расширять наступление на направлении Сумском и на Харьковском направлении. Дальше Днепропетровское направление. Сейчас молчат, потому что есть более горячие точки, но там наступление не прекратилось. Одесское направление, Николаевское направление. Но не просто так утюжат Одессу, утюжат мосты, порт, всю инфраструктуру энергетическую, и не просто так звучало заявление, что будет отрезание Одессы от Украины от Черного моря. То есть такие вещи не звучат просто в пустоту. Они могли бы звучать от какого-то чиновника, от какого-то депутата, да, но не от Путина. А если он об этом говорит, значит, он себе эту цель выбрал. И это нужно понимать. И когда Зеленский начинает подыгрывать в этом, да, вот, например, в том же Черном море, я не понимаю, в чем
великая стратегия была и чего добились этими ударами по танкерам, кроме как аргументацию того, что потом Путин сказал. То Нет, есть ну это возникает большой продолжается. Вы же вопрос. видите, сегодня в порту Темрюк огромный пожар, налет дронов и большой пожар. Почему? Потому Да? что попали по резервуарам ну, нефтепродуктами, и, в общем, там полыхает. Потом еще там газовый завод, еще один поразили. И это все как бы, вот смотрите, подарок вам к Рождеству. Ну, там Да. в России Рождеству, конечно, отмечают 7 числа, поэтому это как бы, ну, такой предновогодняя история. Но это же усиливает вот эту инфраструктурную войну. Опять-таки, это очень важно понять и проанализировать. Где вот маркеры? Вот смотрите, нам говорят, украинцам имеется в виду, смотрите, да, вот у нас там без света, 17 часов столица может быть без света, понятно, что там гигаватт освободили, но получается, что это какая-то капля в море, потому что условно отменили отключение во Львове, да, вот вчера вечером. Ну а так как бы улучшение ситуации мы вряд ли находим по вот этой черной зиме энергетики и так далее. Почему? Потому что мороза еще немножко прижали, да, скажем. Понятно, что температура прыгает, но тем не менее мороз. Это сразу нагрузка. Плюс это первый такой тест на вот эту систему, остатки этой системы. Плюс удары по порту в Одессе. Они продолжаются. Одесса, Одесская область, Южная. То есть мы видим вот эту войну, меньше объектов у Украины, которых, ну, меньше. И, допустим, яркий пожар на каких-то резервуарах, это одна цена этого пожара, а цена, например, там, разлитых резервуаров подсолнечного масла с недополученной прибылью, прямых убытков и так далее, там, порт разбитый, это другая немного цена. Но нам этот критерий отставляют в сторону, говорят, вот, смотри сюда, ух, как мощно. Вы говорите о там, направлениях. Давайте вот с фронтом закончим, перейдем дальше. Я немного не понял вот этого видео, которое сегодня распространили. Значит, запорожское направление. Буданов лично прибыл, ходит, смотрит с бойцами по каким-то хатам. Я просто напомню, что это вот, скорее всего, там дачные какие-то участки, ну, там, частный сектор, частная застройка. Это чье-то имущество. И он там по двору ходит, потом вот все лица закрыты, кроме Буданова, он там какие-то награды вручает. В общем, потужное, замечательное видео в наушниках, в тактических очках, в черной форме. В общем, собираются, одеваются, пикапы. Ах, какое мощное видео. Так сутки прошли, может, или около суток, Буданов говорит, у меня хорошее оптимистическое настроение. Ну, по поводу переговоров американцев. Вообще сложилось впечатление, что Арахамия и Буданов, они как бы вот больше за американцев в этой диспозиции внутри. А тут, видите, отправляется Буданов на фронт, показывает, как он героически в полной снаряге вот это вот с бойцами. Это ведь тоже для чего-то сигнал. Для чего? Некий такой пан-атаман Грицан Таврический, да, с хлопцами приехал и оценивает масштаб собственных владений. То, что нарушается право частной собственности, да, там и имущественные вопросы, это уже не секрет давно, и это было и под Киевом, это везде было, то есть и во время войны, увы, да, так всегда происходит. Так что мы, конечно, можем удивляться, но это исключать нельзя, и никто не стесняется. Почему Буданов приехал на запорожское направление? Ну, у него началась предвыборная кампания. Если мы посмотрим на то, что сейчас происходит в Украине, у силовиков, у политиков, у Зеленского, только у Валеры не началась, он отдыхает. Вот. А у всех остальных предвыборная кампания идет. Партия Буданова в рейтингах украинских социологических агентств постоянно всплывает. Да, не на первых ролях, но тем не менее место третье, четвертое, пятое, в зависимости от опроса, она занимает. Буданова тоже меряют как политика. То есть есть огромная проблема, что украинские силовики перестали быть силовиками, они стали политиками. Глава
военной разведки налево-направо раздает интервью, делает какие-то прогнозы, что я вам скажу, там, через стільки-то будет то, через столько-то это будет. Вот вспомните, например, предыдущего главу ГУР, Бурбу, да, он когда засветился-то вообще о нем там речь пошла? Только когда был Вагнергейт скандал, да, когда до этого ни интервью, ничего. Буданов у нас медийный парень, то есть он по совсем другой стези идет, он постоянно прогнозы публично рассказывает, у них есть там спикер свой в ГУРМО, который постоянно держит в курсе людей. Ну вот не дай бог, что пропустят какую-то операцию важную, да, вот не расскажут прессе. Самые лучшие операции, которые любая разведка проводит, они говорят. Если начинают говорить о том, где какая операция проводится, это значит нечем похвастаться. Вот в чем проблема. И то, что все перевелось в пиар-акцию, вообще то, что происходит на фронте. Зеленский едет туда, там пиар-акция. Буданов приезжает, тоже пиарится. Ну, давайте вспомним, вот Покровск, недавняя история. Высадка ГУРа, тоже Буданов ездил. Результаты, пожалуйста, можно предъявить. Почему результатов не предъявили? А результат, что Зеленский потом говорит, что Покровск под контролем Украины, но уже все карты написали, что это не так, что Покровск потерян, и вооруженные силы Украины его не контролируют. Почему дальше молчание? Почему ни Буданов, ни Зеленский, ни Залужный, ни Сырский не выскажется по этому вопросу? Но признайте, если Покровск потерян, то значит это потери Ну, и подождите, работать дальше. А если нет, Северск признали очень быстро, как-то даже удивительно было. Северск, да. Вот странно, даже я так немножко так... А Северск не идеологический город, вокруг него не было медийной кампании. Вот и все. Вот ответ. Все банально просто. Они не успели вокруг зробити фортецю Северськ, но фортецю Мирноград, либо фортецю Покровськ они зробили. Но только в итоге фортеці немає. Да? Сначала было сказано, что это все ложь и провокация, ничего подобного. Дальше контролюемо. Русских оттуда выдавили. Ну а в итоге просто замалчивают тему. Дальше вот не существует сейчас в украинском медийном пространстве этих двух городов. Не, в Мирнограде там звучало, что окружение вооруженных сил Украины в какой-то части города. Ну а дальше тишина. Такая же тишина и по Купянску будет. Будет. Просто сейчас они все общественное мнение, настроение, они направили на Купянск. И там контратака. Пока можно на этой теме какие-то дивиденды зарабатывать, они будут зарабатывать. Когда тема иссякнет, все, придумают новый город. А городов в Украине много. Линия фронта огроменная. Мы только что перечислили столько направлений, в том числе и запорожское направление, и херсонское, на котором более-менее тихо, да, ну, относительно других направлений. Но, тем не менее, это все есть. И эти города, и эти области, они являются прифронтовыми. И то, что никто не освещает, а просто ездит пиариться, ну, это большой вопрос компетенции этих людей. Ну, мы же Особенно, когда... увидели состояние на земле вот в этом Гробовском. Ну, едят, пьют с местными, там, стреляют с этих дронов. Ну, короче, ну, какая-то, знаете, даже как-то, вот когда смотришь на карту, вот село, там, российская армия. Так какое село? Там 3 калеки, 2 чумы, какая-то алкашня, кто-то там что-то разбитое полностью, ну, даже на вид, да, с этих беспилотников, с дронов, там, какие там укрепления, кто там что. Они себя просто там вольготно чувствуют, потому что, ну, типа направление, там же не воюют. Ну, там типа граница, да, вот это вот все. То есть вообще абсолютное какое-то а, отрезвление, да, как это выглядит на земле. Вот эта вся оборона героическая. Всем же как рассказывает пропаганда, что там рвы, 3 ряда, бойцы стоят, смотрят глаза в глаза. Нет, сидят просто, квасят с местными. Местные не хотят уезжать, потому что, ну, как бы, их там, им там хуже. То есть в этом дне им лучше, чем в том. Какое-никакое обеспечение, какой-никакой там ТРОшник, они там все расслабленные, то есть разложение такое. Да, на этом фоне, конечно, круто смотрится заслуженный отдых Валерия Залужного. Но тоже ведь такая история. Хочу, чтобы Пират Карибского моря. Ну, хочу, чтобы вы прокомментировали, потому что, ну, с другой-то стороны, подождите, сейчас в Карибском море разворачиваются там бурные события. Ну, правильно. Туди і має їхати залізний генерал. Куди ж ще? Там же А то Венесуэла близко. он возьмет из бинокля, будет смотреть в сторону Венесуэлы, в сторону Мадуро, в сторону кораблей, эсминцев.
Я хочу, Но чтобы он вы, уже, да. да, хочу, чтобы вы прокомментировали вот эту историю и, ну, все-таки точку поставили с Залужным, потому что, ну, давайте так, ну, все равно. Посол, бывший, ну, поехал вот на обычный курорт. Тоже ведь какая-то пиар-технология. Ну, кто из уважающих себя представителей элит не бывал в Доминикане, да еще и по горящему туру? Да еще это ж не Новый год, это перед Новым годом, там не так, собственно, дорого, да. Ну, подумаешь. И смотрите, живет как обычно, там, ну, что мне, отельчик какой-то, all-inclusive, наверное, какие-то лежаки, какие-то там люди. Ну, как обычный гражданин, видите, почти отдыхает. Это вам не Петр Инкогнито с яхтой и какими-то там этими вещами. То есть вы понимаете, какая картина? Местные в прифронтовом, при граничном селе сидят, квасят с ТРОшниками, там задницы показывают, их потом заходят, наказывают, и, в общем... А тут у нас вот такая история. Тут у нас бывший главком, который там железный генерал, отдыхает как обычный человек. Все ведь хорошо, все ложится, все, что не некролог, это пиар. Капитан Джек Воробей, да, в данном случае, да, пират Карибского моря Залужный. Я бы не удивился, ну, поехал человек, да, если бы он был бы гражданским человеком, и если бы не было войны, едь на Мальдивы, в Доминикану, если ты деньги не украл, ты их имеешь право тратить где угодно. Но это же не про Залужного. Дорогие друзья, ну давайте просто объективно посмотрим. Залізний генерал, вот книжка его продается. Вот по интернету уж разошлось видео, как парень там в книгарне, да, я выйду с Киева останній. Я выйду останній. Когда ты останній вышел? Когда тебя с должности главкома сняли, ты сразу по здоровью комиссовался? Начал косить от армии, поехал в Лондон послом? Красавец. Вот генерал потужный, залізний генерал. Сидит в Лондоне, вот эти вот фотографии с пальчиком у лица. Я уже молчу о том, что мужчине это не идет, да, пальчик к лицу представлять. Ты что, девочка, что ли? Ну ладно, это уже вкусовщина, и сейчас в Европе, в принципе, другие правила, да, и другая мода. И я думаю, что Валерий Залужный нашел себя и фотографируется так. Ну куда ты едешь на отдых? Ну хотя бы подумай о том, не то, что как это, я уже молчу, как это будет выглядеть. Ну это такое прям э, знаете, безмозглое какое-то, безмозглый подход, слов не могу подобрать. Война идет, ты главнокомандующий, тебя пиарят как замену Зеленского. Когда на фронте огромнейшие проблемы, когда люди погибают, когда те, которые тебе верили, в окопах сидят, да, а многие же думали, вот из солдат, раньше записывали, что вот Залужный был бы правильным там, президентом, либо верховным главнокомандующим. Ты себе едешь отдыхать в Доминикану с женой, там, да, кайфы какие-то ловишь, на пляже тебя фотографируют. Вот. Ну, я просто, я не знаю, мне тяжело даже это комментировать с точки зрения здравого смысла. Вот просто покажите мне, не знаю, еще какую-то страну, в которой идет война, и экс-главком уехал за границу, а не остался воевать, да, ну ладно, ты не главком, но останься генералом, тебе ж не нужно в окопе сидеть. То есть тебе что у тебя по здоровью? То есть для того, чтобы быть послом, здоровье позволяет, для того, чтобы быть на фронте, здоровье у тебя не позволяет. Вопрос. А потом ты даже наплевательски относишься ко всему, не смотришь на риски, ни на что. Едешь с женой отдыхать. Это только говорит об одном, что ты человек интеллектуально стерильный, то бум-бум откройте. То есть там, ну, искать какой-то другой аргументации не приходится. Сейчас, конечно, уже все написали о том, что это антипиар против Залужного, это очернение его имиджа, это все заказ офиса президента. Это плевать, чей это заказ. Фотографии настоящие. Был в Доминикане. Все. Тебе чернить не надо, ты сам себе намазал. То есть без разницы, кто это заказал. Кремль это заказал, офис президента это заказал, Вашингтон. Какая разница? Все, то есть этот человек себя показал. Зализный, потужный генерал. Ну, что тут говорить? Ну, это он не один. Такие же персонажи, они все. Где Ермак сейчас? Почему нет фотографий с фронта? Где он там воюет? В каком подразделении? Вот где его боевые задачи? Ну, то есть о чем речь? Зачем эти понты? Кому их колотят? Что за патриотизм? То есть, что вы должны помирать? Но я сразу вспоминаю слова сына Трампа, что война в Украине для бедных.
Богатые за границей. Кто-то в Монако, кто-то попроще, как Валера, в Доминикане. Но вот богатые за границей, они не воюют. Дети их не воюют. И воевать никто не будет. Просто я хочу, чтобы украинцы, которые до сих пор вірять в те, що замість Зеленського прийде Залужний, і тут Україна переможе і заживе. Друзья, посмотрите на этого человека, где он сейчас находится. Когда под Купинском бои, когда Покровск потерян. Он обещал контрнаступ тогда, да, Крым он уже взял, сейчас Венесуэлу возьмет. Ну, просто, Наступление, конечно, или да. подготовка наступления Залужного на Венесуэлу, это, конечно, да. Ну а чего? Мы же видим, как помогает или старается делать вид, что помогает Украина Америке. Он санкции против китайских товарищей вводит Зеленский. Тут он Залужного отправили, чтобы он посмотрел, там, оценил обстановку в Карибском море на Но он сейчас 2 фрегаты. бутылки рома всадит и реально поедет на Венесуэлу. Я почему-то не сомневаюсь. На самом деле смешного, конечно, мало во всем происходящем, и мы понимаем, что движется все к какой-то катастрофе. И еще больше там отсрочка. Даже вот этот Витакер, который 90 дней говорит, это означает, что 90 дней это будет Месилова, катастрофа, удары, новые, скажем, прилеты и новые жертвы. Однако кажется, что все-таки должен сказать свое слово Трамп. Ну, вот хоть какое-то. Потому что, ну, вот сегодня 25 число, Рождество по западному обряду. Ну, как бы был же четкий посыл, что перемирие. Папа Римский выходит, говорит, давайте перемирие, призываю к перемирию. Была, собственно, тоже очередная история, как дедлайн, да, что нужно к чему-то прийти. Но мы видим, что Трамп молчит. После прошлого дедлайна Ермака убрали. После этого что-то будет, или праздники, всем не до того, и все будут отмечать, собственно, приближение Нового года. И ну, вот, на Запад же мы смотрим, ну вот по Западу ориентируемся, значит, все будут отмечать, и уже после праздников что-то прилетит по Зеленскому. Вот это дни, все четко видели этот расклад, что это дни определенного черного лебедя для украинской власти. А мы пока видим обратное, ну вот, как бы опять гандикап очков на фоне там глупых заявлений. И помните, когда Зеленский матюкался на Путина? Интервью было на американском телевидении, он вышел матюкал. Да, Вот сейчас да. примерно такое же настроение и состояние. Хотя удар по системе власти режима никто не отменял. Да, Зеленский потерял Ермака, ну, может, Ермак там кулуарно ему помогает, понятно, но аппаратно потерял. И многие другие моменты сейчас мы прослеживаем, что, в общем, серьезный урон нанесла по его вертикали и по его системе Америка, НАБУ. Или Умеров договорился все-таки в Америке с ФБР, чтобы те немножко как бы придержали коней ну, Национального антикоррупционного бюро. Я думаю, по себе он точно договорился с американцами, потому что всплывали тогда пленки, да, о том, что Умеров вместе с Миндичем на бронежилетах проворовались, и вообще там на оборонке, да, это вторая порция, которая должна была быть обнародована, но ее не показали. И это говорит о том, что и Умеров нормально себя ездит в Штатах, его принимают, он рукопожатный, значит, по нему сейчас бить никто не будет. То есть вот за кого, но за себя Умеров договорился. Там и линия саудитов сработала, как поговаривают. В общем, есть у него завязки, есть концы, и я думаю, что этот парень сможет выйти сухим из воды, с американским паспортом, где-то в Майами потом отдыхать и праздновать победу. Вот. Что касается Зеленского, а здесь невозможно договориться. Зеленский сторону принял. То есть Зеленский, судя по своим действиям, судя по заявлениям, по тем понтам, которые он колотит, по тому, какие планы он публикует, как бы он там ни пытался, там в одном из пунктов, 19 или 18 пункте в этом плане написать, что Трамп будет возглавлять комиссию по восстановлению Украины по миру, Трамп будет главный. Вот, ну, на кого это рассчитано? Что Трамп сейчас поведется, скажет, вы спасибо большое, теперь точно поймем и простим, и дальше будем тебе помогать? Да нет же. Мы видим заявление американцев. 77 раз уменьшили помощь.
Мы видим действия, например, ну, вот эти вот заявления у Итакера насчет того, что там 90 дней. Война продлится дольше, чем 90 дней. Он говорит, было бы неплохо, да, чтобы это закончилось, потому что дальше будет плохо. Вот, Зеленский позицию выбрал. То есть Зеленский всему миру показал, что он на стороне европейцев, неоглобалистов, и если брать деление по американскому парламенту, на стороне демократической партии. И он, собственно говоря, публично сказал, что политики уходят или умирают. Он ждет выборов в Конгресс. Все. Ему нужно дотянуть до этого момента. А это следующая осень. Трамп это понимает. Я думаю, сейчас, возможно, есть какое-то затишье, есть другие вопросы, другие дела. Но после Нового года начнется, и по Зеленскому будут бить, и будут бить очень серьезно, и повсплывают новые факты. То, что он вместо Ермака никого не назначил, ну, для меня это сигнал того, что Ермак дальше продолжает влиять на процессы. Ну, он не назначает никого. Это близкий человек Зеленского, как ни крути. Он может быть уполномоченный официально, а может быть неуполномоченный. Но вопросами он дальше занят. И он не сидит в окопе на фронте. Не факт, что он вообще в Украине сидит. Он вполне себе может где-то уже за границей находиться. Это тоже нужно понимать, потому что вся вертикаль силовая и разведструктура подчиняется Зеленскому. И вывести его могли в два счета, как раньше вывозили и завозили из Варыча, или кто-то кого-то там завозили или ввозили, кто там деньги прятал, уже забыл даже фамилию этого человека, судьей был. Чаус, Вот. да. Чауса, да. Уга Чауса, да, практически. Вот. Не венесуэльского, но украинского разлива. Поэтому проблемы эти будут. Но нужно просто понять, что чем дальше Зеленский затягивает конфликт, тем больше проблемы у Украины. Я сейчас, это не пафос какой-то, это не популизм, просто пропорционально отодвиганию, наступлению мира уменьшается количество украинского населения и территории, уменьшается экономический потенциал. Восстановление энергетика не подлежит 50%. Еще полгода назад об этом говорил экс-министр энергетики. Да? Дальше предприятия, Запорожсталь останавливают производство. Но это ж не просто так. Это говорит о том, что в Украине экономический коллапс наступает. И если еще год затянуть, а я уверен, 26-й год – это год войны, как бы нам не хотелось, чтобы это был мир, да, я этого очень желаю, я хочу ошибаться, но вся тенденция, все, что происходит, указывает на то, что никто не подпишет никакие мирные соглашения, что Зеленский упрется из последнего, он будет всем рассказывать, что он великий, потужний, і поки стоїмо, не буде виконано, то хай Путин навіть не дзвонить ему, да, то есть это будут такие, еще мы столько пафоса услышим, он будет до конца стоять, потому что деньги уже заложены, деньги надо отработать. Это самое основное. А то, что эти деньги будут отрабатываться ценой жизни украинских граждан, ну так это когда-то интересовало европейцев. Каким боком? Где те украинцы, а где европейцы? Есть еще такой момент, который я хотел бы обсудить с вами в контексте, ну, скажем так, завершения года. Значит, два таких очень важных пункта. А, Мобилизацию и спорт. Начнем с мобилизации. Достали из нафталина, отряхнули, был такой Муженко, если помните. И он говорит, значит, есть у ВСУ возможность провести еще некоторые контрнаступательные или там военные операции, но надо непопулярные решения по мобилизации принимать. Значит, вытаскивают с барбершопов, вытаскивают со спортзалов, с машин, выбивают стекла. Это все мы видим последние дни. Причем говорят, да нет, это вроде как там не связано с мобилизацией, нарушители просто какие-то. Но подождите, и полицейские, и ТЦКшники за последние 2 дня мы уже увидели эти снятые на Луганск фильме кадры, когда выбивают, собственно, окно, вытаскивают человека, заливают газом и, в общем, отправляют родину защищать и служить. А каких непопулярных решений в мобилизации еще вам не хватает, перефразируя известного политика по поводу реформ этого выражения? Я хочу такой риторический вопрос задать. Ведь кажется, что уже дно достигнуто. Это как теперь? Какие еще могут быть непопулярные действия в отношении мобилизации от Зеленского, который вчера там говорит, ну мы там заменим на частичную или вообще отменим, если мир подпишем, тогда отменим. И все такие должны обязательно сказать, о, слушайте, ну вот же, давайте поддерживать Зеленского и его 20 пунктов. Он нам пообещал этот бардак на улицах прекратить.
Мобилизация 18-летних. Снижение мобилизационного возраста, мобилизация женщин. Вот еще 2 пункта, которые не выполнены. То есть еще где пробивать дно. То есть сейчас пока 25 лет, будет уменьшение, да, до 18 лет. Это объективно с точки зрения продолжения войны. Запад будет требовать от него понижения мобилизационного возраста. Мы уже слышали, это вбрасывалось так по крупице в медийное пространство, и Миша Подоляк об этом говорил, да, что вот Запад требует, ну, Зеленский поки цього не робить, Зеленский стоит на своем, да плевать ему на самом деле. То есть ему скажут, что пришло время проводить мобилизацию 18-летних, будут проводить мобилизацию 18-летних. Живой силы не хватает. Судя по тому, как эти ТЦКшники бегают за людьми, да, что они влазят уже куда только можно, живой силы нет. Более того, просто я когда смотрю картину, когда 5 этих, как же их назвать-то, ТЦКшников, да, 5 бегут за одним парнем. А чё вы впятером бежите? Чё вы бегаете? У вас 5 жирных туш. Может, вы на ноль поедете? 5 человек, вы чё? Ну, разжирели там, все кайф ловят, да, то есть Борисовы военкомы на Гелендвагенах ездят и отлавливают последних украинцев. Ну, по 5 на одного, правильно. Мне еще тоже такой вопрос. Я вот не могу понять до конца, что в голове, либо в душе, либо душа ампутирована у этих людей. Вот зачем вы догоняете, начинаете избивать этого человека? То есть вот что у вас в голове? Это установка такая, да? Это вам сверху так сказали? Или это внутренняя ненависть к самому себе, которая выражается в ненависти к другим людям, к прохожим, в данном случае мужчинам. Поэтому какое дно могут пробить? Да, 18 лет, да. 100%. Война, если не закончится, придут к этому. Поэтому, дорогие украинцы, у кого сейчас дети еще там, 16, 15, 17, до 18 лет, предлагаю задуматься, да, о том, что будет дальше. Какие еще решения не могут принять? Мобилизация женщин. Депутаты парламента уже об этом заявляют, что это нормально, и что здесь такого? Женщины тоже должны помогать фронту и должны воевать. И к этому придут. Закончится 18-летние, будут женщины. Уже нормализация этого всего прошла. То есть уже обсуждение есть. Никто не критикует. Говорят, ну якщо треба відстоювати, то будемо відстоювати. Только, друзья, задумайтесь, а о чем идет речь? Что відстоювати? Что он начал відстоювати в 22 году, когда отказался от Стамбула, когда можно было сохранить сотни тысяч жизней, экономику, инфраструктуру городов, и еще бы в придачу Запорожская, Херсонская область была бы в составе Украины. Что он начал відстоювати? Давайте просто воевать, или у самурая нет цели, есть только путь. То есть цель войны какая? Кордоны 91-го року, так уже сам сказал, что возможности вернуть их нет, уже пересмотрел свои взгляды. И интеграция в НАТО, так сам сказал, что в НАТО никто не возьмет. Так к чему? То есть почему ты сейчас не хочешь подписать мир? Ты ж Видите, по чего НАТО ждешь? какая история, Александр. Открыли вот эти 2008, кажется, год, скандализа Райс Путина. Хм. Ну, это же тоже цирк какой-то. То есть там это технология, длинный текст, который надо почитать. Что сказал Путин Кандализе по поводу вступления Украины в НАТО? Значит, по поводу народа, по поводу того, что нужно как бы время, чтобы люди поняли, экономика была вплетена. То есть акцент делается в украинских пабликах. Умолял Буша, да, чтобы, ну, тут, во-первых, сам просился в НАТО, во-вторых, умолял, чтобы Украину не пустили. Ну, в общем, абсолютный какой-то, простите, треп. Простите по поводу этого НАТО, какой-то абсолютная дискредитация себя и своих источников и своих ресурсов. Значит, умолял принять Россию в НАТО, да, а потом, в общем, Буш говорит, да мы не против, чтобы Украина вошла, тут возьмите нас. Ну, то есть абсолютный бред вынесли из этого заголовка, но этим всех кормят. Хотя каждый может открыть эту цитату и почитать, что там этого нет. Даже из тех определенных моментов, которые там были опубликованы. Дешевая просто, дешевая манипуляция. Ну, после того, как Путин в 7 году выступил в Мюнхене и объявил, что
прежнее мироустройство не устраивает Россию, и Россия возвращается на геополитическую арену, да, это уже выглядит как минимум по-идиотски, да, подобные вещи заявлять. То есть они как минимум не имеют ничего общего с действительностью и с реальностью. Но с точки зрения вброса, для отдельной части общества, а чему бы и не? Это же прикольно. Это ж так же прикольно, как памятник Булгакова снести. Это так же прикольно, как Гурченко у Харькове памятник убрать. Это все прикольно, это весело, это задорно. Прикольно 7 января праздновать не Рождество, а День программиста. Прикольно в сочельник по григорианскому календарю, да, желать кому-то смерти. Это все прикольно. Прикольно говорить, что Путин умолял не брать в НАТО, что Путин умолял взять его в НАТО. Это все, но на кого это рассчитано? Мне хочется просто достучаться до тех людей, которые в это еще верят, кому это посылают. Ребят, ну вас так разводят, ну вас за людей не считают, раз вам такое пытаются втюхать. То есть это даже уже не политтехнология, это низкосортный мусор, которым засоряют головы. А этот низкосортный мусор работает только по той причине, что все медийное пространство в Украине зачищено, потому что есть монополия в одних отдельно взятых руках, и эти руки распределяют, как и что делать. А я хочу напомнить, что когда не было монополии и когда были альтернативные средства массовой информации, то те руки, которые сейчас держат всю медийку в руках, они два слова не могли сказать публично, они просто мычали в эфирах, они дискуссию вести не могли. А сейчас, конечно, они все взяли и рассказывают, что Путин умолял. Так я скажу, надо дальше идти. Путин может умолять Зеленского, чтобы Зеленский сейчас подписал мир. А то Путин боится, что дальше придется идти и какие-то города под Ну да, контроль брать. Да? он же, конечно, это же Ну, столько гемора, да, это же как бы ну, беда конечно. такая. А что потом с этими территориями делать? Ну, вы понимаете, вот можно же дальше в этот абсурд все глубже и Да, глубже зарываться. но И они в этом мастера, да. я хотел бы, чтобы у нас все-таки встреча, как это, последняя в 25-м году. Ну, то есть дальше уже будет Новый год, как говорится. Бог даст день, Бог даст пищу. Но я бы хотел, чтобы вы вообще прокомментировали, а какой был этот год через вот отдельный эпизод, да, вот сейчас. Значит, на этой фотографии София Лыскун. Это спортсменка, там, призерка многих соревнований, выдающаяся, ну, как бы специалист по прыжкам в воду. И я именно так формулирую, потому что есть очень старая школа, она из Луганска сама, она, то есть, ну, там целая плеяда, то есть, это серьезная школа, да, и мы помним там Пекинскую Олимпиаду. Я даже в 8-м году работал, ну, то есть, в освещении вот этого, потому что действительно много было спортсменов из Луганска. Не буду вдаваться в подробности, это, конечно, очень важно, но я не хочу вдаваться, потому что вы понимаете, как это все вычеркнули людей, вычеркнули достояние, вычеркнули медали. В общем, у нее, у этой Софии, и еще у ряда спортсменов, там, велосипедистов и так далее, Зеленский отбирает президентские стипендии. Шаг логичный, потому что София Лыскун переехала в Москву, взяла паспорт российский и, в общем-то, ну, как поступила, как и ряд других спортсменов, она не одна такая, но почему я ее беру в пример? Она делает заявление, она говорит, будущего у меня нет, как у спортсмена, в тех условиях, которые вот сейчас есть в Украине. А так вот, понимаете, в чем дело? Понятно, предательница, правильно, там какие-то стипендии. Ее забрали у нее все награды, все там звания, все вот эти вещи. То есть, и, в общем, вражина, едь там, выступай. Но тут каждый, наверное, главный вывод уходящего 25-го года, наверное, будет думать, что ему делать. Чаша весов. С одной стороны, твое прошлое великое, от которого отказалась твоя страна, уже де-факто. Ну, ты там получаешь какую-то стипендию, тренироваться ты не можешь. У спортсмена разного вида спорта, да вообще любого спортсмена, очень короткий промежуток жизни, когда он может достигать чего-то. Ну, если брать, например, там, не знаю, 70 лет условно, или 60 лет жизни человека. А у спортсмена это вот буквально очень короткий диапазон. И у спортсмена
ему очень важно это время, потому что пока ты в форме, пока ты можешь, ему важно поддерживать эту форму, ты уже не будешь в 50 лет или в 40 лет там прыгать в воду и зарабатывать медали. Ты не сможешь реализовать все то, что там, чем тебя наградила, ну, то, что ты выбрал сам, и чем тебя наградила природа, и абсолютно, то есть, но парадокс же заключается в чем? Она там луганчанка, она там украинская чемпионка, чемпионка многих там соревнований, континентов. Она выбирает Россию, которая как бы выброшена с 22 года за борт всех вот этих международных, ну, вы поняли, это федерации, там сейчас только начинают потихонечку там кого-то куда-то возвращать, и то так точечно, флаги нейтральные и так далее. Но она делает этот выбор. И вот 25-й год, э, наверное, вот в суматохе неопределенности по войне и затягивания времени, э, если на него обернуться, он для многих стал таким годом выбора, определенного выбора, даже неочевидного и парадоксального. Каким был 25-й год, исходя из этого? Из человеческого, профессионального, ну, там, на примере спортсменов, да, такого определенного, а, определенного очень важного года. Все-таки кажется, что 25-й год, даже несмотря на то, что таких результатов очень явных не принес, все равно очень важный в ходе этой войны. Ну, 25-й год, он на самом деле и с точки зрения боевых действий, с точки зрения вообще жизни людей, он был довольно-таки, что я сейчас говорю, людей там нашего пространства, да, потому что где-то в Париже, наверное, люди не почувствовали, хотя почувствовали, да, и санкционная политика двусторонняя ударила, да, и, собственно говоря, и каждый на себе ощутил. У каждого своя судьба и свой выбор. И главное в этом выборе, да, выбирать в первую очередь по совести, да, и по душе, как тебе ложится, не идти в конфликт с самим собой. Вот это самое важное. А конфликт с собой внутри, он же выражается и внаружи. То есть он по факту мы видим то, что происходит внутри украинского политического пространства, гражданского общества, ненависть, которая плодится, да, и сеется. Это все внутренний конфликт, это все попытки самовыражения, это попытки доказать, что ты не являешься ущербным через несозидание, через разрушение. Я буду разрушать, и таким образом эти комплексы вытесню, их куда-то направлю. То же самое происходит и, например, и с высшим руководством Украины. Нежелание понять и принять, что твои алчные амбиции, которые основаны на твоих внутренних комплексах, что они не настолько важны, как жизнь сотен тысяч людей, детей, женщин, стариков, мужчин, неважно. Когда ты этого не можешь понять, вы представляете, насколько этот человек может быть закомплексованный и какие у него проблемы внутренние? То есть о чем он думает, когда он плодит ненависть вокруг себя, когда ненависть, мат, жестокость, хамство становится нормой. Более того, не просто нормой, а возводится в культ. Если мы посмотрим, вы сегодня упоминали выступления, высказывания его и в интервью, и публично, и сейчас, это говорит о внутреннем мире. Человек, который в ладу с самим собой, своими близкими, он желчью не плюется. То есть он себя чувствует ровно и спокойно. Разные ситуации, разные сложности могут быть. Но ненависть– это последнее чувство, которое необходимо испытывать. А сейчас это культ. И я хотел бы, да, 25-й год я бы определил как культивирование ненависти в нашей стране, которое было. И это ненависть не только по отношению к войне, по отношению к контрагентам. Это ненависть к таким же, как ты. То есть это ненависть к своему соседу, к своему брату. Посмотрите на действия ТЦК. Это что же нездоровые люди? Это духовно больные люди, без морали. Это тоже ненависть, которую они пытаются всему миру показать. И мне бы очень хотелось, чтобы эта ненависть осталась в 25-м, а 26-й год, чтобы эти люди проснулись 1 января не только с головной болью, да, но и с осознанием того, что что-то мы делаем не так, и нужно меняться. Вот такое у меня пожелание есть. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо. Ну и с наступающим, конечно, всех, друзья. Поставьте лайк, напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.